Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и сегодня у нас тема нашего нового ролика — это параллельный фрезерный стол. Ну, понятно, для чего он предназначен. Вот появилась такая необходимость сделать для микрофрезера вот такой вот столик для обработки торцевого спила. Ну, можно доски какие-то торцевые делать, еще что-то, выравнивать поверхность. Но основная задача, почему она возникла, потому что у нас погода завалила древесину, ель, которой более 90 лет. И, в общем-то, ее лесники забрали, оставили самый комель, а там, в общем-то, очень интересный такой комель получился. Мы его допилили, притащили, и, естественно, размер у него огромный. И маленьким своим столиком древним я его уже не поравняю. Поэтому пришлось изготовить вот такой вот столик, который размером у нас получился 80 на 60 сантиметров, что позволяет нам вот этот 90-летний спил сюда поставить и сделать. Ну, в принципе, все стандартно. Вот такой у нас микрофрезер. Он Vortex. Стандартный вариант от 10 до 30 тысяч оборотов. В общем-то, цанга 6-8 миллиметров у нас. В общем-то, он для микроработ. Но почему я этим фрезером обрабатываю вот эти вот все параллельные, эти самые, на параллельном столе обрабатываю спилы, доски и так далее. Я не сторонник обрабатывать большими фрезами. Есть преимущество. Я вам сейчас его объясню. Для начала, что если мы обрабатываем фрезой 8-10 мм, при этой мощности я могу ее заглубить на 5-7 мм и елку, скажем, обрабатывать с большой легкостью. Если я поставлю большую фрезу, как правило, у меня подошва позволяет его сюда всадить, 30-ку фрезу, но мало того, что и медленный будет проход, в общем-то, я ничего не сэкономлю при этом по времени. Я буду заглубляться тогда на 2-3 мм, 1 мм. И за каждый проход снимать маленькую поверхность. Таким фрезером при мелкой фрезе я могу, в общем-то, в принципе, эффективно работать с большим заглублением. И, следовательно, в общем-то, функцию свою он выполняет. Ну, параллельно стол, как вы все известно знаете, уже многие их делали. Представляет собой две направляющие, стол и каретка, которая должна двигаться так, вправо-влево, допустим, да? А фрезер должен двигаться, соответственно, вот так. Но я немножко посмотрел все эти конструкции в интернете, и, как правило, вот эту каретку делают из ДСП, ну, там, допустим, там дерево ДСП, там без разницы, дерево коробится по ДСП, не изменяет свою, как говорится, геометрию, поэтому ДСП используют. Но вот эта вот поверхность всегда сделана из какого-то или ламинат, или ДСП, или еще что-то. Я применил здесь оргстекло, как раньше называли, сейчас это может быть акрил, там все что угодно. Я в нем профрезеровал паз. Паз профрезеровал 18 миллиметров. Мне вполне достаточно, чтобы здесь, как говорится, помещалась фрезой, которыми я работаю. То есть больше 12 миллиметров я тут вряд ли буду работать. В общем-то, мне достаточно, вполне. Здесь две планочки, 3 на 3 сантиметра, ограничители. Да? Ограничитель хода задний вообще, как вы видите. Пробку какую-то прикрутил, передняя вот эта планка. Фрезер нормально будет все ходить. Все перемещается прекрасно. Да? Ну, планируем здесь еще для закрепления заготовки что-то сделать, конечно. Может, направляющие какие-то, эти самые, типа зажимы сделать или что. Но на данный момент стал вопрос именно из-за вот этих вот спилов, именно вот этой вот упавшей елки. Она тяжелая, в принципе, ее закреплять вообще не надо. Ну и поэтому вот такой вот столик у нас новый получился. Я думаю, он свое отработает. Работать будет замечательно. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы с этих спилов сделаем изделие. Это будет какой-то или журнальный, или кофейный столик. Скорее всего, с эпоксидной смолой.
возможно, с какой-то композицией интересной, потому что то, что представляют в интернете, как правило, заполняют просто определенными какими-то спилами и так далее, мне не интересно. Мне интересно создать картину. Поэтому столик мы будем делать, скажем так, более интересный, поэтому остаемся на канале, подписываемся, ставим лайки. Ну, я думаю, стол как стол, тут ничего нового за счет прозрачной поверхности. А именно прозрачная поверхность дает нам слежение за тем, что мы делаем, в общем-то. Ну, естественно, сюда можно, как говорится, есть в комплекте отвод стружки, пылесос, все это подключается, все делается. Ну, в работе показывать сейчас не буду. Покажу в следующем ролике, когда мы реально будем делать стол. Я думаю, завтра, послезавтра мы этим займемся. Так что всем до новых встреч. До свидания. Оставайтесь на канале.